Бабку Глафиру или попросту бабу Глашу в деревне все любили и жалели, но считали странной. Она была тихая и приветливая, но людей всю жизнь сторонилась, держалась особнячком. И не потому, что она их боялась или затаила какое-то зло. Нет, просто жизнь у нее сложилась тяжелая, и люди ее жалели, а она жалости не выносила. Вот и сторонилась до сухих разговоров и навязчивых собеседников. Не хотела свою жизнь ни с кем обсуждать. Когда-то в молодости Глаша была первой красавицей на деревне. Парни хороводами ходили за ней, а она, кроме как на местного гармониста Андрея, даже ни на кого не смотрела. У них и свадьба уже была назначена. Да только не суждено Глаше было стать женой и матерью. Погиб ее жених за 3 дня до свадьбы. Почернела тогда девушка совсем, 2 года ни с кем не разговаривала. Родители уже думали, что их дочь совсем умом тронулась, но потом правда отошла помаленьку. Только объявила им, что замуж больше никогда не выйдет, потому как будет всю жизнь любить своего ненаглядного гармониста. Так оно и вышло. А вскоре родители у Глафиры ушли один за другим. Так и осталась девушка одна-денешенька на всем белом свете. Ни мужа, ни детей. Молодые люди потом еще сватались к ней, но она всем отказывала. А уж после войны совсем мужчин в селе не осталось. Все на женские плечи легло. Вот так и жизнь прошла у бабы Глаши. Жила она в стареньком родительском доме, который стоял слегка на отшибе села, прямо возле леса. Народу в деревне жило немного, все друг друга знали и доверяли друг другу. Чужие там не ходили, но если только какие-нибудь охотники, так их впускали в дом без страха, кормили ужином, оставляли на ночлег, если было нужно. Как-то раз вечером в окошко к Глафире постучали, а бабка, надо сказать, на склоне лет уже подслеповато стала. Оказалось, что это охотники из леса возвращаются. Промокли да продрогли все на осеннем дожде. Попросились на ночлег, обсушиться да чайку горячего выпить, согреться. А чего не пустить добрых людей. Для бабы Глаши все люди были добрые, как и она сама, по себе женщина всех мерила. Да на многого-то и не надо, сказал тот из охотников, что постарше. Одежду просушить, чаю горячего выпить, возле печки теплой посидеть. Мы ночку одну переночуем, а утречком рано уйдем, ты, бабуся, даже не заметишь. Да ночуете сколько надо, мне для хороших людей ничего не жалко, отвечала Глаша. А что, Глафира Петровна, не страшно тебе тут одной у леса на отшибе жить? Спросил старшой. Места тут глухие, все ж таки тайга сибирская. А что с меня брать? Отвечала Глаша. А жизнь моя только Богу одному и нужна, да и тот поди про меня забыл, раз столько годков небо копчу. Сказала она так, пожелала путникам спокойной ночи и пошла спать в свою дальнюю комнату. С собой у охотников было 3 щенка, вернее волчонка, но бабки-охотники об этом не сказали. Старший припрятал мешок с детенышами в сарае, чтобы Глашу лишний раз не тревожить и чтобы поменьше было вопросов. У него, видимо, уже давно план в голове созрел. Утром мужчины потихоньку, как и обещали, ушли, забрав 2 волчат, а самого слабого оставили у Глафиры на крыльце. Баба Глаша утром вышла во двор и удивилась, чей же этот щенок к ней прибился. Сослепую не разобрала, что не собачонка это вовсе, а самый настоящий волк. Прижала к себе скулящий серый комочек и понесла в дом, кормить да отогревать. А малыш, насидевшийся всю ночь в мешке, как почувствовал живое тепло, так прижался к Глаше всем телом, что даже дрожать совсем перестал. Заснул у нее на руках, а она, чтобы не разбудить бедно измученное создание, так и просидела на стуле, пока он не проснулся. Хотела было поискать его хозяев в поселке, да подумала, если потерялся, то они сами его найдут. Только за 3 дня никто к Глаше насчет щенка не пришел. Вот она и оставила малыша у себя. За эти несколько дней она уже прикипела душой к этому одинокому созданию, что не смогла бы с ним расстаться. Маленькие щенки почти ничем не отличаются от маленьких волчат. Единственное отличие – это то, что волчонок не умеет лаять, а только рычит. Но мало ли какие особенности у кого бывают.
Может, у него нет голоса, подумала наивная баба Глаша и назвала щенка Трезор, как прежде звали всех собак в ее доме. Волчонок между тем рос и набирался веса и сил. Он был диковатым, но Глашу любил преданно, был с ней ласков и слушался ее беспрекословно. В деревню ему ходить было запрещено, а вот в лес, пожалуйста, сколько угодно. Он так и делал, когда подрос. Частенько сбегал в тайгу, а бывало и по несколько дней там пропадал, но всегда возвращался. Глафира уже привыкла к такому образу жизни своего питомца. Он часто приносил ей пойманных зайцев или куропаток с тетеревами. Тогда в ее доме был роскошный обед. Трезору тоже доставались лакомые кусочки и косточки. Поскольку жила Глаша на отшибе и с людьми почти не общалась, то весть о том, что в тайге появилось 2 беглых заключенных, до нее не дошла. То ли все забыли про одинокую бабку, то ли участковый поленился отойти до ее дома, неизвестно. Но жила Глафира безмятежно, как прежде, не чувствуя надвигающейся беды. Как раз накануне с удачной лесной охоты вернулся Трезор. В доме пахло пирогами, и жаркое из зайчатина томилось в русской печи. Вот на этот дымок, струящийся из старой трубы, и пожаловали незваные гости. Бабкина изба как нельзя лучше подходила для того, чтобы перекантоваться в доме пару дней и отдохнуть. Бабка Глаша, ни о чем таком не подозревая, впустила бандитов в хату. Думала, что это опять охотники, уставшие из тайги, пожаловали. Трезор сразу почуял в непрошенных гостях недоброе намерение. А когда один из бандитов стал грубить бабушке Глаше, волк грозно зарычал и оскалился. Шерсть на его загривке стала дыбом, глаза горели, а из пасти видны были огромные клыки. Он уже к тому времени вырос в настоящего взрослого волка и потихоньку стал надвигаться на бандитов всей своей серой массой. Зэки сразу поняли, что перед ними не собака, а самый настоящий серый хищник. «Что ж ты, ведьма старая, на живых людей волков натравливаешь?» Злобно процедил один из них и достал нож. Волк выжидал удобного момента для броска. Зэки начали спиной отступать к двери, держа перед собой нож. Трезор в одно мгновение бросился на бандита и прокусил ему руку, зажав ее в пасти мертвой хваткой. Мужик повалился на пол, и весь дом наполнился истошным криком раненого подонка. Правда, он успел полоснуть в воздухе ножом и задел таки острым лезвием зверя. Но волка ранение не остановило. Тогда бандиты решили спасаться бегством. Один успел убежать, а второго Трезор крепко удерживал за рукой, с которым фонтаном брызгала алая кровь. Глаша бегом бросилась в деревню поднимать людей-мужиков с оружиями. Бандитов быстро скрутили. Одного прямо в доме у Глафиры Петровны, а другого, который успел убежать, на следующий день поймали в лесу. Рана у Трезора оказалась не смертельной. Бандит слегка поранил ему переднюю лапу. Глаша несколько дней лечила своего спасителя мазями да примочками, и вскоре лапа зажила, даже следов этого боевого подвига не осталось. Волк еще какое-то время продолжал жить у бабы Глаши, совершая продолжительные набеги в лес. А потом совсем исчез, перестал возвращаться к своей хозяйке. Глаша погоревала, а потом утешила себя мыслью, что Трезор, скорее всего, нашел себе подругу и обзавелся своей собственной семьей. Да и правильно, подумала она, продление рода – важнейший инстинкт всего живого на земле. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного. Всего доброго!